Всем привет! Это вторая часть, и мы с вами продолжаем вязать кардиган. К первой части было несколько вопросов, на которые я сейчас отвечу. Итак, какой же кардиган вязала лично я и сколько набирала петель изначально? Я вязала кардиган на размер 44-46 и набирала 232 петли. Далее был вопрос о пряже для лета. Я нашла несколько вариантов для вас, разных производителей, но учтите, что вы можете выбрать абсолютно любую пряжу. Главное, чтобы у нас был метраж подходящий. Но тоже может быть чуть больше, чуть меньше. От метража зависит лишь рисунок нашего кардигана. Он будет чуть крупнее или чуть мельче. Надеюсь, я ответила вам на вопросы. Итак, мы приступаем. Начинаем вязать кардиган мы снизу и вяжем одним полотном спинку и обе полочки. Мы набрали необходимое количество петель. И теперь посмотрите, вот это наша цепочка из воздушных петель. 3 воздушные петли подъема, они уже входят в наши 8 дополнительных петель. Теперь мы отсчитываем 5-ю петлю и в нее вяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли. Снизу пропускаем мы 3 петли и в 4-ю вяжем 2 столбика с накидом. 3 столбика с накидом по одному столбику в каждую петлю. 3 воздушные петли. Снизу снова пропускаем 3 петли и в 4-ю вяжем сначала 3 столбика по одному столбику в каждую петлю и затем уже только в одну петлю вяжем 2 столбика с накидом. 3 воздушные петли. Теперь снизу мы пропускаем 5 воздушных петель и в 6-ю вяжем 2 столбика с накидом и снова 3 столбика с накидом по одному столбику в каждую петлю. 3 воздушные петли и снизу пропускаем 3 петли, в 4-ю вяжем 3 столбика по одному столбику в каждую петлю и 2 столбика с накидом в одну петлю. Далее 2 воздушные петли. Снизу мы пропускаем 3 воздушные петли и вяжем 2 столбика с накидом. Первый ряд очень важен. Здесь главное не запутаться, поэтому давайте вместе внимательно его свяжем. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 5-ю петлю. Вот она. Еще раз покажу. 1, 2, 3, 4, 5. Вот эта петля, которая на крючке, мы ее не считаем. В 5-ю отмеченную петлю мы провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли. Накид. Снизу мы отсчитываем 1, 2, 3. И в 4-ю петлю вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2, 2 столбика с накидом. И затем 3 столбика с накидом, но по одному столбику в каждую петлю. Итак, накид 1, 2, 3. 3 столбика с накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Снизу снова пропускаем 3 петли. 1, 2, 3. И в 4-ю вяжем столбик с накидом, а именно 3 столбика с накидом по одному столбику в каждую петлю. 1, 2, 3. 3 столбика с накидом. А в 4-ю петлю мы вяжем 2 столбика с накидом. Посмотрите. Первый столбик и в эту же петлю провязываем 2-й столбик. Готово. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. А снизу мы пропускаем 5 воздушных петель и начиная с 6-й петли будем вязать 1, 2, 3, 4, 5. Вот она наша 6-я петля. Заводим в нее крючок и провязываем там 2 столбика с накидом. 1, 2. Затем, начиная со следующей петли, мы провязываем еще 3 столбика с накидом, но уже по одному столбику в каждую петлю. 1, 2, 3. Вот они, 3 столбика с накидом.
Итак, посмотрите, что получается. Далее вяжем 3 воздушные петли и поглядите, у нас снизу мы чередуем 3 петли, 5 петель, 3 петли, 5 петель. Посмотрите, только в начале мы 3 петли дополнительные делаем, а потом 3, 5, 3, 5 и так до конца нашей цепочки. В конце мы тоже еще 3 петли дополнительных будем откладывать. Снизу откладываем 3 петли, 1, 2, 3, заводим крючок в 4 петлю и провязываем там 3 столбика с накидом по одному столбику в каждую петлю. 1, 2, 3 и теперь 2 столбика с накидом в одну петлю. 1, 2. Сверху, как всегда, мы делаем всего лишь 3 петли. 1, 2, 3. Ну а снизу пришла очередь отложить 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И посмотрите, там, где мы откладываем по 5 петель, с двух сторон у нас идут по 2 столбика с накидом, видите? А там, где мы откладываем по 3 петли снизу, с двух сторон у нас по схеме идут по 3 столбика с накидом с одной стороны и по 3 столбика с накидом с другой стороны. Если вы вот это запомните, то вам будет легче провязать первый ряд. Итак, еще раз подытожим. Мы чередуем снизу 3 петли пропускаем и 5 петель пропускаем, 3 петли и 5 петель. И там, где 5 петель, с двух сторон у нас по 2 столбика с накидом, там, где 3 петли, с двух сторон у нас по 3 столбика с накидом, но по одному столбику в каждую петлю. Итак, вот сейчас я провязываю, снизу пропустив 3 воздушные петли, я провязываю 3 столбика с накидом по одному столбику в каждую петлю и в следующую петлю 2 столбика с накидом, провязываю 1, 2. Ну и 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Поскольку мы связали сейчас с края 2 столбика с накидом в одну петлю, значит будем снизу пропускать 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и в шестую петлю заводим крючок и провязываем 2 столбика с накидом. Уже видите, можно вязать без схемы. Там, где 5 воздушных петель, там у нас с двух сторон по 2 столбика с накидом. За ними вяжем 3 столбика с накидом по одному столбику в каждую петлю и 3 воздушные петли. Вот теперь, я надеюсь, понятно. Итак, довязав до конца нашу всю цепочку, в конце мы делаем 2 воздушные петли, а снизу пропускаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и в конце вяжем 2 столбика с накидом, 2 кромочных столбика по одному столбику в каждую петлю. Итак, наш ряд готов. Посмотрите, мы справились с самым сложным рядом в узоре, все остальное будет намного проще. Вяжем второй ряд. Ряд начинаем вязать мы с 3 воздушных петель подъема. 1, 2, 3. Поворачиваем изделие наше и следующую петлю провязываем 1 столбик с накидом. Затем делаем 1 воздушную петлю и посмотрите, ряд вяжется немножко иначе. Сначала мы вяжем 3 столбика с накидом. Начиная с первой петли провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. А затем 2 столбика с накидом вместе. Заводим крючок в первую петлю, провязываем только накид. Заводим крючок во вторую петлю, провязываем только накид. Из 3 петель на крючке делаем 1. Сделали 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь начинаем с 2 столбиков с накидом
вместе. Провязали 1 накид, 2 накид, из 3 петель делаем 1 и заканчиваем 3 столбиками с накидом. 1, 2, 3. Так, довязали, посмотрите, что у нас получается. Далее мы вяжем 2 воздушные петли. 1, 2 и в обратном порядке. Вяжем сначала 3 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 2 столбика с накидом вместе. Провязываем 1 накид, провязываем 2 накид, заканчиваем. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вяжем так далее. Посмотрите по схеме. После 5 воздушных петель у нас идет 2 столбика с накидом вместе и 3 столбика. 1, 2, 3. Так, 2 воздушные петли. 1, 2. И соблюдая нашу схему, мы будем повторять. После 2 воздушных петель идет 3 столбика с накидом и 2 столбика с накидом вместе. Итак, довязываем 2 столбика с накидом вместе, провязываем 1 накид, провязываем 2 накид, из 3 петель на крючке делаем 1. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Снова вяжем 2 столбика с накидом вместе. Так, и 3 столбика с накидом по одному столбику в каждую петлю. Если вам сложно самостоятельно довязывать ряд, вы всегда можете перемотать видео назад и вместе со мной продолжить вязание. Итак, довязываем ряд до конца и в конце, провязав 2 столбика с накидом вместе и 3 столбика, мы делаем 1 воздушную петлю и 2 кромочных столбика. Посмотрите. Готово. Вот такой у нас второй ряд. Итак, вяжем 3 ряд. Начинается ряд у нас, как обычно, это 3 воздушные петли подъема. Вот они на схеме. Поворачиваем мы изделие и вяжем 2 кромочный столбик. Далее мы не вяжем никаких воздушных петель, а сразу заводим крючок в вершинку столбика с накидом и провязываем 1 столбик с накидом и в следующую петлю провязываем 2 столбик с накидом. Затем 2 столбика с накидом вместе. Провязываем 1 накид, 2 накид, из 3 петель делаем 1. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И под цепочкой мы вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вяжем зеркально. Сначала 2 столбика с накидом вместе, а затем 2 столбика по одному столбику в каждую петлю. 1 столбик и 2 столбик. 1 воздушная петля. Посмотрите, в первом ряду у нас в этом месте было 3 воздушные петли. Во втором ряду 2 воздушные петли, а в третьем ряду всего 1 воздушная петля. Далее мы вяжем по одному столбику в каждую петлю, всего так 2 столбика. И заканчиваем 2 столбиками с накидом вместе. 1, 2, из 3 петель на крючке делаем 1. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И под цепочкой вяжем 2 столбика с накидом.
1, 2. Далее снова делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3 и снова вяжем зеркально 2 столбика с накидом вместе. 1, 2, вот они. И еще дополнительно 2 столбика по одному столбику в каждую петлю. Так, посмотрите, что у нас сейчас получается. И продолжаем вязать. 1 воздушная петля, 2 столбика с накидом по одному столбику в каждую петлю и 2 столбика с накидом вместе. Вот они, 2 столбика с накидом вместе. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Под цепочкой из воздушных петель вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2 и снова 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 столбика с накидом вместе и 2 столбика по одному столбику в каждую петлю. 1 воздушная петля. И довязываем так до конца весь ряд. В конце мы не делаем воздушных петель, а сразу провязываем 2 кромочных столбика. 1 и 2 кромочный столбик у нас идет в 3-ю воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Итак, 4-й ряд. Начинается ряд у нас точно так же, как и все предыдущие. Это 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Поворачиваем наше изделие. Далее в следующую петлю мы провязываем столбик с накидом и еще один столбик с накидом в следующую петлю. А затем мы делаем 2 столбика с накидом вместе. Накид провязываем первый накид и провязываем второй накид. Из 3 петель на крючке делаем 1. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь накид и в первую петлю из 2 провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля. Накид во вторую петлю из 2 провязываем также 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее делаем 2 столбика с накидом вместе. Заводим крючок в первую петлю и провязываем там 1 накид. Во второй петле провязываем второй накид. Из 3 петель делаем 1. В следующую петлю провязываем просто столбик с накидом. Провязываем еще 1 столбик с накидом в следующую петлю. И заканчиваем все это 2 столбиками с накидом вместе. 2 столбика с накидом вместе. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И снова делаем 3 столбика с накидом. В вершинку первого столбика из 2 провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Ну а затем мы продолжаем с вами вязание. 2 столбика с накидом вместе, столбик с накидом, столбик с накидом, 2 столбика с накидом вместе. Так, поглядите, что же у нас получается. Довязываем ряд так до конца, а в конце, посмотрите, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом вместе и еще 3 столбика с накидом по одному столбику в каждую петлю. Так мы завершаем наш ряд.
Третий столбик с накидом мы вяжем в третью воздушную петлю подъема. Итак, ряд готов. Вяжем пятый ряд. Начинаем ряд мы точно так же, как и все предыдущие. Это 3 воздушные петли подъема. Вот он наш ряд, он обозначен желтеньким цветом. Надеюсь, вам будет видно, как я показываю. Делаем столбик с накидом в следующую петлю и сразу 2 столбика с накидом вместе. Провязываем один накид, второй, из 3 петель делаем одну. Затем делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в первый столбик из 3 провязываем 2 столбика с накидом. Заводим крючок и провязываем первый столбик и второй. Далее 2 столбика с накидом по одному столбику в каждую петлю провязываем во второй и третий столбик предыдущего ряда. 2 воздушные петли. 1, 2. В первый и во второй столбик предыдущего ряда мы провязываем по одному столбику с накидом, а в третий столбик провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее мы вяжем все 4 столбика с накидом вместе. Заводим крючок в каждую петлю и провязываем там только накид. Вяжем так 4 столбика с накидом вместе. Из 5 петель на крючке делаем 1. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее делаем 2 столбика с накидом в вершинку первого столбика. В вершинку второго и третьего столбика мы провязываем по одному столбику с накидом. 2 воздушные петли. 1, 2. Накид. В вершинку первого и второго столбика мы провязываем по одному столбику с накидом, а в вершинку третьего столбика мы провязываем 2 столбика с накидом. Поглядите, что у нас получается. Вот, посмотрите, уже виден наш рисунок. Продолжаем вязать. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И снова провязываем 4 столбика с накидом вместе. Заводим крючок в первую петлю, провязываем накид. Заводим крючок во вторую петлю, провязываем накид. В третью петлю провязываем накид. И в крайнюю 4-ю петлю заводим крючок и провязываем накид. Из 5 петель на крючке делаем 1. Связали 4 столбика с накидом вместе, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Снова вяжем 2 столбика с накидом в вершинку первого столбика. 1, 2. И по одному столбику с накидом в вершинке второго и третьего столбика. 1, 2. 2 воздушные петли и довязываем так ряд до конца. Вы всегда можете перемотать видео назад и вместе со мной продолжить вязание ряда. Итак, заканчиваем ряд. 3 воздушные петли в конце, накид, 2 столбика с накидом вместе, вот они, и 2 кромочных столбика. 1, 2. Второй кромочный столбик мы вяжем в третью воздушную петлю подъема. Все, ряд готов. Итак, вяжем новый 6-й ряд. Обратите внимание, что 6-й ряд вяжется точно так же, как и 1-й ряд. Теперь все ряды у нас будут повторяться. А 7-й ряд у нас вяжется точно так же, как и 2-й ряд. Впредь вы можете перематывать видео назад и все ряды вязать со мной вместе.
Итак, вяжем 6-й ряд. Начинается он так же, как и все предыдущие, 3 воздушные петли подъема. И теперь вяжем один еще кромочный столбик. Все. 2 воздушные петли. В начале мы вяжем 2 столбика с накидом 1, 2 и еще 3 столбика с накидом по одному столбику в каждую петлю. 1, 2, 3. 3 воздушные петли, 1, 2, 3 и 3 столбика с накидом по одному столбику в каждую петлю. 1, 2, 3 и 2 столбика с накидом в крайнюю петлю. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Пропускаем все все петли снизу и сразу приступаем к первой петле. Провязываем там 2 столбика с накидом. И посмотрите, этот ряд у нас точно такой же, как и первый. Просто когда мы вязали первый ряд, было сложно, поскольку мы вязали в петли цепочки из воздушных петель. Сейчас мы вяжем по рисунку, и нам намного проще. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. 3 столбика с накидом по одному столбику в каждую петлю. 1, 2, 3. И 2 столбика с накидом провязываем в крайнюю петлю. 1, 2 столбика с накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И снова приступаем. 2 столбика с накидом. 3 столбика с накидом. 3 воздушные петли. 3 столбика с накидом и 2 столбика с накидом в одну петлю. Ряд у нас простой. Довяжите его до конца самостоятельно. Итак, ряд у нас почти довязан. В конце мы делаем 2 воздушные петли, накид, пропускаем, где у нас 2 столбика с накидом вместе, вот эту петлю, и начиная со следующей петли провязываем 2 кромочных столбика. Все, ряд у нас готов. Поглядите. Ну а дальше мы вяжем 7-й ряд, и вяжется он точно так же, как и 2-й ряд. 3 воздушные петли подъема. Посмотрите, вот этот ряд. Вы сейчас можете просто перемотать видео на 2-й ряд и связать этот ряд вместе со мной. Давайте начнем, я покажу, что он вяжется так же. Во 2-ю петлю провязываем кромочный еще 1 столбик. Далее мы делаем 1 воздушную петлю и вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 столбика с накидом по одному столбику в каждую петлю, а затем 2 столбика с накидом вместе. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 столбика с накидом вместе и 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. 1, 2. И приступаем к вязанию нового нашего лепестка. 3 столбика с накидом, 2 столбика с накидом вместе. Теперь наша задача провязать в длину спинку и полочки до проймы. У меня получилось 58 сантиметров, но это у меня. У вас может быть любой другой длина. Вы можете связать как короткий жакет, так и длинный кардиган. Ну а продолжим вязание мы уже в следующей части. Если будут вопросы, пишите их в комментариях. Увидимся с вами в новом видео. Пока-пока!